Ну что, ребята, рисуем портрет 23 апреля. Прекрасная модель, женский образ в Москве. Вначале пишу я, но примерно полчаса, минут 40. Такое начало, основу. Покажу конструкцию, как, на что обратить внимание. И вы приступаете к работе. Под моим контролем приносите материалы с собой. Можно писать гуашью, маслом. Я буду писать маслом, темперой, любым материалом. Укрывистым желательно. Можно акварели тоже. Записывайтесь на WhatsApp, я вас добавлю в группу. Еще есть совсем несколько мест. Лучше поторопиться. Mars Music пишет, что будет интересно увидеть работы всех художников сообщества. Да, действительно, в телеграм-канале я сделал группу, где вы можете размещать свои работы, комментировать работы коллег, радоваться их успехам. Заходите по ссылке в описании. Елена, люди часто спрашивают, чем грунтовать холсты, чем проклеивать, даже делятся рецептами. Может, глупый вопрос у меня, но зачем это? Ведь сейчас в продаже огромный выбор холстов, и тянущих тоже. Или это с позиции удешевления? Может, самодельные выглядят намного дешевле, выходят дешевле покупных? Я не знаю, с чем это связано, Елена. Но есть же задача, например, большой холст натянуть и загрунтовать для каких-то форматных работ, либо покупают рулонные холсты, которые не тянущие. Вот, например, тянущий грунт купить в рулоне мне пока что не удавалось. Либо они баснословно дорогие, либо как-то загрунтованы акрилом. Но мне хочется водоэмульсионный грунт, и не всегда купишь. Кстати, на Валбересе я тоже заказываю такие форматные холсты. Форматные в смысле определенного формата, там 60 на 80, ну и так далее, 50 на 60. И это довольно удобно, даже если ты едешь. Вот у нас будет мастер-класс на майские праздники в Гурзуфе, и можно туда прям на Валберес заказать, я могу подсказать адрес, и там придет посылка с холстами, и там работать. С собой ничего тащить не надо, и краски также можно заказать. Если вы хотите присоединиться к группе, пишите заявку, я вас присоединю. Потом художник – это такая история, он всегда экспериментирует. Ведь можно добиться сильно тянущего эффекта, можно средне, можно слабо. От этого зависит, как краска ложится на холст, как она втягивается, и что в итоге получается. Каждый мазок по-разному ложится на холст, в зависимости от грунта. Очень много лет я потратил на то, что я борюсь с холстом, борюсь с тем, что преодолеваю какие-то трудности, потому что краска не так ложится, как мне хочется. И как много времени понадобилось, чтобы в результате экспериментов, каких-то поисков понять, как это сделать, чтобы мне, наконец, было комфортно от того, как ложится краска на холст. Это важный момент. Игорь Творогов, хотелось бы узнать побольше о создании тех работ, которые представлены в ваших видеоуроках. Что сподвигло, кто или что изображено, и какую суть хотите донести зрителю. Что сподвигло? Свет. Я вижу, как свет падает, ложится на различные формы. Это меня сильно заводит, я беру кисточки, холст и бегу писать. Кто и что изображено, какую суть? Суть, опять же, свет. Что изображено, все по-разному, зависит от того, на что смотрю. Это может быть улочка, домик, человек, яблоко, кувшин, вишенка на торте, сморода или какие-то еще предметы. Великая мысль Николая Фешина. Не важно, что изображено, важно как. Вот это как и заставляет все время размышлять, найти изюминку, найти новое решение. И когда это решение найдено, на душе хорошо, хочется с вами поделиться. Если есть возможность, я записываю. Это делаю специально видеоурок. И поскольку задачи всегда разные, ситуации разные, на этом есть возможность поучиться. Я так думаю. Посмотрев, как я решаю ту или иную задачу в видеоуроке, вы можете поставить аналогичную, написать и послать мне, кстати, на разбор. Есть такая
опция в моей школе. Заходите, может быть, на что-то упадет глаз. Там очень много выложено важного для развития художественного мышления, и мы потихонечку будем двигаться к вершине мастерства. Элкассен. Выгорание еще наступает, когда годами не можешь реализовать идею по разным, часто бытовым причинам. Потом внутри все каменеет и перестает волновать. Это правда. Вы знаете, даже, я бы сказал, по моему опыту, небольшое довольно-таки время отпущено на реализацию какого-то озарения. Тебе предвиделась какая-то, я не знаю, сюжет, мотив, картина. Ты видишь ее, хочешь написать. И откладываешь в долгий ящик. Потом она просто действительно перестает тебя волновать. Жизнь течет, тебя волнуют новые мотивы, и это как-то не так важно становится. Единственное, наверное, правильное решение: волнует сейчас — делай. Влюбился — женись. Не надо откладывать, ходить, думать чего-то. Надумаешь так, что потом придется разводиться. Мужчинам в этом смысле довольно-таки тяжело. Им управляет флюгер. Он точно показывает, куда надо двигаться, влево обычно. И часто так, что ты эту страсть тянет же к человеку. Хорошо, уютно тянет же. Принимаешь это за любовь. Эта влюбленность за любовь. Нельзя слушать этого флюгера. Он куда-нибудь не туда приведет все время. Надо сердце слушать. Это всеохватывающий механизм. Так и с картиной. Предвиделась идея, поделал эскизики. Пиши, и будет уха сладка. Настоящая работа получается тогда, когда это не придумано, а когда это прожито. Так появилась «Русалка». Это еще вообще строгановское время, чуть-чуть позже, когда появился замысел этой работы на основе жизненных моих перипетий, таких личных. Это проживалось, я делал эскизы, я думал об этом. Это целая жизнь. Фактически это работа об этом флюгере, который правил мной, мужчиной. Такое устройство. Май Борисович кошку не нарисовал. Не успел, что ли? Надо быть порасторопней. Про кисточки мы после живописи всегда мыли их хозяйственным мылом и потом оборачивали газеткой. Я тоже так делал. Рабочую часть с гильзочкой в конце залепляли изолентой. К следующему сеансу кисточки были как лопаточки, ничего не пушились. Тогда, наверное, щетинные были, а потом появились эти синтетические, они немножко пушатся в разные стороны. Сейчас вообще есть липкая эта малярная лента, такая, бумажный скотч. И ничего не надо изоленты. Раз, скотчем, и все. Я в воду, кстати, сейчас кладу. Очень даже неплохо. Пописал прям в воду, даже не мою растворителем. Общения с кислородом нету в воде. А как стены раньше? Заборы, я велосипед красил кисточкой в воду. Ничего, она лежала. И какое-то время не сохла. После масляной краски. А кошку не нарисовали. Можно нарисовать и кошку, если есть идеи. Это я Чеховку писал. Там очень много котов, кошек. Даже скульптура кошечки стоит, черная такая. Она была раньше другая. Ее кто-то разбомбил. Потом сделали железную скульптурку. А может, она и не железная, не успел, что ли? Да не то, что не успел. Просто людей обычно в качестве стафажа использую в картине. Я сделаю урок на эту тему. Это интересная для многих тема, стафаж, то есть люди, как их писать вообще в картине. И я по работам вижу, что очень редко кто делает это так грамотно, тонко и с изюминкой. Важная тема, постараюсь над ней поработать. Друзья, хорошая новость. Я выпускаю 23-й урок в онлайн-школе живописи «Архитектурный пейзаж». Солнечный летний день в Гурзуфе.
архитектурный, причем довольно со сложной перспективой, потому что улочка от меня идет вверх, дом стоит очень кривенько-косенько, и нужно очень многое здесь учесть. Но самое главное, это по рисунку, да? Но самое главное, что солнце создает такую игру тонких отношений на этом здании, теплых, и теплохолодность настолько тонка, она растворена в асфальте, в зелени, в кирпичной кладке стены. Он плотнее, чем небо, и плотнее, чем это. Вот что важно. И важно это сохранять, если просто сравнить, не только с этим сравнить, но еще и с этим. Пейзаж выстроен на тонких отношениях, и как сделать его светоносным, задача очень непростая. На первый взгляд кажется, что так легко все это делается, но это обманчивое впечатление. Это довольно непросто написать солнце, которое падает на вот разные объекты. Для тех, кто изучает живопись, мне представляется важным посмотреть этот урок с тем, чтобы открыть в себе цвет, научиться мыслить цветом, тонкими отношениями цвета. Как только вы это почувствуете, живопись моментально изменится в этот же день. Важно почувствовать разницу тонких цветовых отношений. Я пишу и все поясняю. На пальцах, на палитре вы видите цвет, вы видите, как кладется, куда кладется, почему я рассказываю. Ну, в общем, вы сами все увидите. Вот такая небольшая реклама урока. Заходите, не стесняйтесь. Зелень, я имею в виду вот этого заборчика. Вот это более правдоподобно. Там есть кусочки в тени, кусочки на свету. И по возможности напишите нечто подобное. Пусть это не обязательно будет со сложной перспективой, но главное, пусть он будет солнечным. И пусть будет белое здание. Присылайте мне свои работы на видеоразбор. Эта опция доступна в моей онлайн-школе, называется «Консультации». Ну, розовенький.